сегодня будет интервью с Юлей, моей тезкой, которая тоже живет в Аргентине на пару лет дольше, чем мы сюда приехали, с 2015 года. Живет она в Кордобе, и мне очень интересно узнать про этот город самой и рассказать вам, потому что Кордова это, или здесь говорят Кордова, то есть они Б не очень произносят, этот тоже очень крупный город, он считается студенческим городом, там много университетов, там очень необычная энергетика в районе этого города, да, в горах. Вот, и я бы хотела там побывать и узнать, насколько интересно там жить эмигрантам, которые не хотят жить в Буэнос-Айресе. Сейчас мы проверим связь еще раз с Юлей. В прошлый раз у нас не получилось присоединиться, но надеюсь, сейчас все будет окей. И надеюсь, что мой телефон здесь не перегреется от жары. И будет хороший у нас сегодня эфирчик. Так, присоединяю гостя. Так, пока присоединяю, немножко о себе расскажу тоже. Меня зовут Юля. Кто вдруг новички? Я здесь с 2017 года в Аргентине, с ней знакома, родила здесь двойняшек, самостоятельница. Она тоже, насколько я поняла из нашего онлайн-знакомства, у нее примерно такая же схема переезда. Так. Оп. Привет. Всем привет. Да, слышу. Чуть-чуть, если пониже сделаешь камеру, будет хорошо, потому что у тебя пол лица видно. Половину Попробуй. лица. Да, немножечко пониже как-то, да. Вот, потому что я вижу так, по секунду, подбородок. потому что я мерила под вертикальный, и было по-другому. Да, здесь И было хорошо. немножко по-другому, да. Здесь мы в инсте делаем горизонтальный формат. Да. Гор не хватает людям, гор в Аргентине достаточно, ребят. Езжайте в сторону Чили, и как бы вся та сторона, получается, какая западная, да, Аргентины, очень-очень гористая, там есть очень высокие точки. Мы были в Мендосе, в Барелоче, там прекрасно. Так, все, я тебя теперь хорошо вижу. Я жду обратной связи от ребят, кто нас смотрит, хорошо ли нас слышно. Поставьте что-нибудь, лайки и так далее. Так, и держим пальчики, чтобы телефон не перегрелся, потому что жаришка у нас. У вас тоже жара? У нас хорошо сейчас. Да, я наслышана, что в Кордобе более свежо, хотя казалось бы, что там немножко по севернее должно быть более жарче, да, но у вас не так жарко, как в Буэнос-Айресе, верно? У нас просто совершенно другой климат, хотя, казалось бы, действительно 780 километров, но у нас климат более сухой, и он чуть более жаркий. То есть, например, в Буэнос-Айресе в 32 можно просто умереть, потому что влажно очень часто. У нас 32, и при 20% влажности будет, в принципе, нормально. Здорово. Так, я вижу, что дали обратную связь, что хорошо слышно. Сейчас я временно отключу комментарии и буду иногда их включать, чтобы видно было твое лицо. Тебя же не видно за комментариями лицо, да, как у тебя? Да, сейчас я их отключу, и мы начнем по порядочку, по вопросам с тобой общаться. Выключила в комментарии. Но вопросы вы можете добавлять, кстати, в течение эфира, кто нас смотрит, и мы потом будем на них отвечать в конце на все ваши вопросики. Итак, попрошу тебя представиться, рассказать свою историю, как ты оказалась в Аргентине, и как легализовалась, и каким составом вы сейчас живете в Кордове. Меня зовут Юлия Борисоглебская, и я приехала в первый раз в Аргентину в 2014 году. Мы с супругом поехали посмотреть Латинскую Америку, мы посетили Бразилию, Уругвай и Аргентину. И Бразилия как-то не очень зашла. Вот. В Уругвае все хорошо, но мы решили, что Уругвай это для пенсии. Идеально, замечательно. Ничего не происходит, такое тотальное спокойствие, что когда тебе там 20 с чем-то или 30, тебе просто станет скучно. Есть столица, и дальше ничего. И мы потом поехали в Аргентину, мы приехали в Буэнос-Айрес, дальше поехали в Кордобу и немножко проехались по провинции. И в Аргентине есть намного больше культурной жизни, нежели вот в том же Уругвае, либо там на юге Бразилии, там немножко все тоже по-другому. Мы приехали, посмотрели, потому что если эмигрировать, то всегда желательно посмотреть страну, куда ты поедешь, потому что ты можешь приехать и понимаешь, что классно на видео, в Ютубе классно, в Инстаграме классно, но ты понимаешь, что не твое. Она не твоя.
И это очень грустно, когда ты прилетаешь с чемоданами уже вот непосредственно для иммиграции. Мы проехались, посмотрели, мне все очень понравилось, то есть я почувствовала какой-то такой кайф, вайб, я не знаю, что-то прекрасное, в общем, что какой-то кусочек меня когда-то был здесь. То есть что это прям... О, я тоже чувствую такое. Я себя здесь чувствую гораздо более своей, чем в России. Вот как реально, есть у меня такое ощущение. Вот есть что-то, да. Мы проехали по Аргентине, где-то мы здесь были в районе 3 недель, вот, и улетели. Это был это был как раз-таки, у нас был отпуск под Новый год, это был 2014-2015 год. И в следующий раз я уже забеременела и полетела сюда рожать. Я прилетела сюда в декабре 2015 года, как раз-таки под чудесные выборы Мака и Кристины. Прям вот в те дни, когда гудело все. О, скоро будет такое же. Каждые 4 года, да, мы вот наблюдаем это веселье. Вот, а у меня здесь когда-то была знакомая, с которой мы работали, она жила в Кордобе, у нее был муж аргентинец, и, собственно, она мне говорит, ну, приезжай, посмотрим, что можно сделать. Потому что про Кордобу не было ничего написано нигде, дай бог, чуть-чуть можно было найти на английском, потому что вот 7 лет назад это было примерно так. Я рискнула, ну, как бы, кто не рискует, тот не пьет шампанского, как говорится, и мы приехали, посмотрели. У моей знакомой абсолютно не было времени мной заниматься, я должна это сказать. У нее самой родился ребенок чуть раньше срока, и она была занята своим другим ребенком и этим маленьким ребенком. И в Кордобе практически не было русских. Те, кто были, они приехали в конце 90-х, они уже полностью ассимилировали, у них уже свои семьи, друзья, абсолютно свои заботы. Сейчас у вас уже комьюнити есть или все равно мало еще русских у вас? Я думаю, что приехала, вот если раньше в Кордобе можно было насчитать вместе со старой гвардией, которую уже очень трудно местами найти, потому что они закрыли все каналы для русских, им не нужно. То есть люди живут 20 лет, уже все. Если вот с теми из них, кого я знаю, из тех, кто приехал за последние лет 10, и с теми, кто приехал сейчас, это где-то человек 50-60. Это очень мало. То есть... А ты не была в Буэнос-Айресе в течение этого года? Здесь просто ты идешь и постоянно слышишь русскую речь, я в шоке, я просто в шоке. В конце октября посольство, и я зашла, делала доверенность, и я заскочила просто в последнее окно возможности, записавшись за неделю по телефону. Да. То есть ребята в посольстве просто сейчас мои герои, потому что они, во-первых, всегда шли людям, которые живут в провинции, на какие-то уступки, всегда вступали в положение, то есть, например, делали вещи, если в Буэнос-Айрес, и вы оформляете паспорт, можно подождать несколько дней, тот, кто едет из провинции, они всегда делали за один день, потому что понимали, что человек летит, надо где-то жить, ну, в общем. И больше я не приезжала, но у меня есть живые друзья в Буэнос-Айресе, и они говорили, что Реколета, Палермо, это прям аргентинцев больше не осталось. Осталось их много по-прежнему, но просто ты постоянно слышишь, то есть ты приходишь в кафешку, и просто 90% вероятности, что там будет сидеть уже русскоязычная семья. Вот пока у меня вот такой опыт. Мы уехали в провинцию, и здесь, конечно, поменьше русскоязычных людей, но меня не напрягает эта ситуация. То есть если те, кого бесит, но мне кажется, что нужно делиться классными местами, и почему нет? Почему нет? Это как бы сейчас людям нужно. И сейчас приезжают люди такие, кому... ну, как бы, как сказать, кого вынудила, да, так скажем, ситуация ехать. И почему бы не поехать в классную Аргентину? Она всегда принимает всех. Давай с тобой немножечко сейчас еще поговорим о том, чем ты сейчас занимаешься в рамках твоего представления, а потом пойдем про Кордобу подробнее. Окей? Сейчас я занимаюсь тем, что также сопровождаю русскоговорящих здесь, в Кордобе. То есть ко мне обращаются, если нужно сходить к врачу, нужно сходить в Миграсьонес, если люди не знают, где что-то купить, в какую школу отдать ребенка, где детский сад, как все это работает и так далее. То есть я занимаюсь этим, и также я последние 2 года работаю с аргентинцами, я создаю для них сайты на аргентинских платформах. На испанском языке. Ты уже хорошо говоришь по-испански, да? Да, ну 7 лет уже все-таки невозможно не заговорить, кажется.
Так, попробую вот так. Нет, так хуже свет. Извиняюсь. А то я боюсь за солнце просто сильно, боюсь, чтобы телефон не отрубился. Ну ладно, класс. Приятно было познакомиться. Надеюсь, что мы лично увидимся как-нибудь. Приезжай в Буэнос-Айрес. Вот, в Кордову я тоже хочу, но посмотрим, когда получится приехать. Получается, мне интересно начать с того, чтобы сравнить, да, немножко Буэнос-Айрес и Кордову. Жила ли ты в Буэнос-Айресе и на данный момент какие ты видишь плюсы и минусы относительно этих двух городов? Мне очень нравится Буэнос-Айрес, очень люблю этот город. В свое время я хотела переехать туда в 2019 году, в 2020. Но мы с мужем остановились, потому что был карантин, и правильно сделали, потому что если ты была здесь в это время, ты помнишь, как трудно было. Вот. Да. Буэнос-Айрес я езжу несколько раз в год, и в среднем где-то на неделю-две, и я останавливалась практически во всех районах Буэнос-Айреса. Это у меня вот такая фишка, можно сказать. Я люблю приехать в район, в котором я не была, и обойти все, что там, познакомиться с кем-то, смотреть, чем живут люди, общаются и так далее. То есть не могу сказать, что я прям жила, но очень часто посещаю, потому что люблю. Ну и если сравнивать, то... Я думаю, что самое корректное сравнение, которое как будет понятно русскоговорящим, это если мы сравним Москву и Питер. Вот копия. То есть Кордова — это больше сердце Аргентины, это больше традиций, больше культуры, меньше иммигрантского влияния. И это заметно абсолютно во всех сферах. Буэнос-Айрес — это столица, это как бы, если мы посмотрим, более европеизированный какой-то вот мигрантский город, нежели Кордова. Тут больше говорят по-английски, тут люди больше торопятся, больше спешат, чуть более закрытые, чем в Кордове, потому что в Кордове... В Буэнос-Айресе люди торопятся относительно Кордовы, поэтому если вы хотите темп себе нормальный, подумайте над этим. Ну, тут просто в Буэнос-Айресе практически нет сиесты, а в Кордове она есть, например. Это вот большое отличие, что если ты хочешь сделать все дела, нужно успеть до 12 до часу дня. Вот если трамиты какие-то, что-то сходить. Дальше это уже после 4-5 вечера. Есть маленький кусочек, когда вот можно успеть еще что-то сделать. Это все связано с климатом, потому что бывает летом жарко, там 36-38. Оно недолго, но тем не менее люди уже как бы столетиями, это такая традиция, они привыкли так жить, приходить домой, ложиться спать днем, и взрослые, и дети, и потом уже выходить заново на работу. То есть это абсолютно классический вариант, которого, на мой взгляд, не наблюдается вот в таком массиве Буэнос-Айресе, где люди в основном работают с утра там, и, не знаю, до 6, то есть больше похожи на Россию. Да. И в Кордобе намного более развит мелкий бизнес, то есть в основном это семейный бизнес, где работает мама, папа, братья, сестры, двоюродные тети, вот очень много, и они им занимаются. Соответственно, у них тоже как бы свои традиции, свои понятия, как они привыкли все делать, и это не всегда похоже вот на мегаполис. Хотя Кордова, по идее, мегаполис. Где-то 1 200 000 человек, 1 300 000 живет в городе. А по климату скажи, тебе где комфортнее? Ой, мне Израиль нравится больше здесь. Намного. Очень влажно, мне не нравится вот эта сильная влажность, местами вот зимой вылезающая плесень, холод, который пробирает тебя до костей, этот ветер с набережной, и вот хочется на тебя надеть все, и ты вспоминаешь о каких-то пуховиках из России. У нас такое есть, но зима, как правило, длится где-то около месяца, вот прям холодно, ветер, солнце больше 300 дней в году. То есть здесь 3 дня не выходит солнце, и люди уже начинают ходить с немножко российскими лицами, аргентинцы. Они приобретают этот кислый выражение лица. Потому что, говорят, солнца нету, грустно. Вот. Выходит солнце 20 градусов, даже зимой. Но ночью будет 0. То есть температура может так скакать. Да, интересно. А в плане легализации, все те же самые виды легализации есть в Кордобе, и это все получается на государственном уровне одинаково, или есть какие-то отличия по скорости, быстрее или медленнее, по твоему опыту? Есть ли какие-то отличия от Буэнос-Айреса? Вот, можешь чуть-чуть рассказать про легализацию? Единственное отличие глобальное, которое есть, я бы даже не сказала в плане Кордобы, которое есть между городом Буэнос-Айрес, именно городом, если говорить о юрисдикции,
И остальной частью Аргентины это то, что практически всегда на любой бумаге, если что-то делать, нужно будет ее верифицировать дополнительно. Для того, чтобы в городе Буэнос-Айрес оно прошло. То есть, если, например, свидетельство о рождении ребенка, то нужно проставить дополнительные штампы, чтобы в Буэнос-Айресе его приняли. Это по факту единственное отличие. Что касается документов, которые подаются там на ВНЖ, на ПМЖ, на гражданство, у нас есть небольшое отличие, которое связано с тем, что если ты знаешь, где-то с декабря по февраль в Аргентине сезон студентов. Студенты двух миграционов. Их достаточно. Помимо как бы там туристов, кто-то еще приехал, легализовался. Во все остальное время у нас все делается очень быстро. Практически нет никаких вот таких толп, очередей и так далее. То есть, если сейчас отдавать документы, например, на ПМЖ или на ВНЖ, то средний срок составляет где-то месяц-два для того, чтобы... Быстрее. Да, чуть-чуть быстрее, чем стать. Да, у нас не такой большой миграционность, но и людей не так много как бы, приходит для того, чтобы легализоваться. В суде также идет все быстрее, потому что у нас нет такого потока. То есть, например, есть 4 дела о гражданстве за последние 2 года, которые вышли сроком от года 2 месяцев до 1,5 лет. Ну да, быстрее. То есть, это абсолютно... Или это другие кейсы? Да, то есть мы их просто отслеживали, смотрели, чтобы дело не простаивало, и вот результат. Ну, вот, ребят, мотайте на ус, будем пиарить новые направления, почему нет? Да, потому что те, кто приедут делать ПМЖ, потом пойдут получать гражданство, и суд Буэнос-Айресу будет стоять, на мой взгляд, колом в одних и тех же делах. Да, есть такое, конечно, людей здесь очень много, здесь просто прозрачнее, понятнее, очень много информации про Буэнос-Айрес, поэтому здесь все остаются, но не зацикливайтесь на Буэнос-Айресе и на районах Палермо и так далее, которые здесь распиарены. Город очень большой, очень разнообразный, и не то, что вас там убьют, если вы выйдете из Палермо, так что можете расширяться, можете раздвигать свои границы, ребят. Вот. Мне интересна такая сейчас тема, мы вообще закроем другую совсем, про инопланетян, потому что я наслышана о том, что в Кордобе какая-то, или в провинции очень какая-то особенная атмосфера, и там легче связь с космосом. Что ты можешь рассказать на эту тему? На самом деле, это в самой Кордобе ничего такого нет, это за городом. То есть у нас есть такой городок, называется Капища-дель-Монте, и это столица наблюдения НЛО, причем мирового уровня. Это небольшой такой городок, 15 тысяч человек в нем живет, и вот если, например, въехать в этот город, то там будет стоять зеленый инопланетянин и с надписью «Капища-дель-Монте» вас встречать. И оттуда очень много видео, очень много слухов, очень много историй. Люди говорят, что там какие-то другие, вплоть до того, что, не знаю, вибрации земли, то есть кто-то это чувствует. Это просто из моего опыта общения с местными аргентинцами, которые мне рассказывали, показывали видео, которые они сняли, какие-то точки летающие, но никто, естественно, ну, как бы не объяснит, что это. То есть люди засняли телефон, увидели сами, посмотрели и удивились. Но я там не была, к сожалению. У меня было много друзей. Я очень хочу съездить в этом году. Но, наверное, когда туристический сезон чуть-чуть спадет, чтобы спокойно посмотреть столб. В Капиже проходит каждый год, последние 10 лет, ну, наверное, исключением карантина, я не знаю, был карантин или нет, фестиваль и Международный конгресс уфологии. То есть люди собираются, общаются, переодеваются, у них куча разных активностей, направленных на инопланетян, то, как они должны выглядеть, какие-то музыкальные фестивали. И вот в этом году там у них будет абсолютно потрясающее событие, которое проходит с 18 по 20 февраля, то есть уже вот-вот. Это бесплатный праздник, на который любой может пройти. Там есть какие-то платные моменты, которые нужно резервировать заранее, но в основном там можно приехать и просто посмотреть, как что происходит. Послушать истории местных, зайти в музей инопланетян, посмотреть фотографии, которые там будут висеть в разных местах. Ну,
Новый год. Говори, говори, я тут просто сидела на горе матрасов и захотели их забрать. У меня в чемодане, поэтому все нормально. Вот. И загадка это в том, что никто ничего не подтверждает, и люди либо верят своим глазам, либо не верят. Вот. Я поняла. В общем, это интересное направление для туризма, имейте в виду. Да. Ребят, я вижу ваши вопросы. В основном они очень достаточно общие, так скажем, да, и скажу так, что общие вопросы очень подробно раскрыты и в моем блоге, и у Юли есть тоже много информации. Сегодня у нас тема именно про Кордобу, мы хотим посравнивать с Буэнос-Айресом, углубиться в эту тему для тех, кто выбирает себе город для эмиграции, и для тех, кто не хочет зацикливаться только на Буэнос-Айресе, ребят. Вот. Если подтормаживает, просим прощения, но как бы прямые эфиры в Инстаграме это всегда такое дело. Бывает, что подтормаживает. Какие-то частные вопросы, не стесняйтесь, задавайте потом мне, либо Юле в личку. Чем сможем, поможем. Где бесплатно, если нужна полноценная консультация, то, конечно же, платно. Что дальше я хотела бы обсудить? Про такие обычные бытовые вопросы поговорим, про стандартные типы образования и медицина. Давай начнем с медицины. Также ли там устроено, что у вас есть бесплатное и частное, есть ли хорошие госпитали и где обычно рожают наши девочки? Конечно, у нас есть бесплатные госпиталя, есть частные. Можно выбрать. Сейчас, например, на мой взгляд, есть шикарное предложение, которое в свое время подкупило меня, потому что я приехала, я не говорила по-испански. Я зашла в несколько бесплатных госпиталей, испугалась. У меня есть статья об этом, если кто захочет, я потом скину. И поняла, что нет, надо что-то делать, я так не могу. И я обошла в свое время с нулевым испанским, с Google Translate, с животом кучу страховых компаний, чтобы узнать, а могу ли я, иностранка, по российскому паспорту купить себе страховку типа ДМС, будучи беременной. Это был тест не из легких. Я нашла такую страховую компанию, которая мне продала страховку, то есть устоять напорством и упорством, желанием и всем на свете. И, ну, собственно, благополучно родила. Сейчас у нас тоже есть страховые компании, которые предоставляют страховой полис с полным покрытием родов. Все, на что можно встать на купить такую страховку? Что? Просто я не услышала. Для беременности можно купить такую страховку? Есть страховые, которые принимают до 30-й недели, а есть страховые, которые принимают в любой момент. Единственное, что нужно сделать, это заплатить, грубо говоря, входную квоту, которая будет выше, чем месячная, но с этой страховкой будут доступны любые врачи, любые анализы. Если у вас болит спина, и вы захотите сделать массаж, вам выпишут квиточек, где вы пойдете, и у вас будет 10 сессий массажа, например. Вот. То есть все УЗИ, все входят, даже зубы. Ну, в общем, вы можете посмотреть также. Я вот той же методикой пользовалась в свое время, то есть сходила, посмотрела, как выглядят платные, бесплатные госпитали. Конечно, мы призываем пользоваться платной медициной, потому что она не такая дорогая даже на самом деле, и очень классная. Поэтому выбирайте. Вы также можете родить и в Кордобе, то есть там уровень медицинских услуг, насколько я понимаю, не уступает. Но, конечно, Буэнос-Айрес все-таки считается самый там топ-топ сервис. Ну, по аргентинским меркам, опять же, да, этот сервис нужно иметь в виду. Ну, а про образование также устроено. Есть и частная, и бесплатная школы, какими пользуетесь вы, и есть ли билингвальные хорошие колледжи? Да, здесь сильно не отличается от Буэнос-Айреса. Единственное, чем будет отличаться, это, естественно, ценой. Потому что надо понимать, что абсолютно все услуги, то есть это образование, медицина, какие-то услуги, там, я не знаю, бьюти, еще что-то, они будут стоить в Кордобе дешевле. Как и если мы смотрим от столицы в любую провинцию, там, область мира, как общее правило. У меня сын ходил и в частную школу, и в государственную школу, и, во-первых, все зависит от школы. Есть очень хорошие государственные школы, в которые сложно попасть, но при настойчивости и понимании, когда нужно записываться, как себя подать, туда можно попасть. Мне удалось, по крайней мере. У нас есть билингвальные школы, их несколько штук.
есть с английским уклоном, то есть это англо-испанская школа, есть англо-итальянская, есть англо-итальянская, испано-итальянская, заговорилась. И есть испано-немецкая. Немецкая. Да. То есть, и вот в школах, которые билингвальные, дети учат язык, как правило, их разделяют с утра, у них идет, например, на их нативном языке, в данном случае испанский, а, например, в полдень вся школа переключается на второй язык для того, чтобы дети каждый день разговаривали и понимали, что, ну, как бы понимали два языка как родных. У меня ребенок ходил в такую В школу. принципе, такая тема, то есть, получается, в плане медицины, образования все примерно то же самое, но мне интересно про университеты еще. Считается, что Кордоба такая студенческая столица. Какие там классные университеты? Кордоба, правда, студенческая столица, потому что наш Сьюдад Университарий, то есть университетский городок, это один из самых старейших во всей Южной Америке. То есть в Буэнос-Айресе еще не было университетов, а у нас уже был. У нас очень много факультетов, и в эти факультеты поступают студенты со всех стран мира. То есть, если пойти в миграционную службу, можно увидеть достаточное количество людей из Европы, которые выбирают Кордобу, потому что образование является бесплатным, оно валидно во всем мире, и достаточно дешевый город после там, Европы либо США для жизни. То есть это очень частая история здесь, и каждый год мы переживаем наплыв студентов. У нас есть, в принципе, порядка, если моя память не изменяет, 14 факультетов различных, которые готовят к разным специальностям. Это там юридические, медицинские, и история искусств, и экономика, и сельское хозяйство, архитектура, коммуникации, философия, языки, стоматология. То есть есть все. И по факту у нас наш Сьюдад Университария, он идет практически наравне с Буэнос-Айресом. Буэнос-Айрес просто чуть более раскручен, но у нас также есть свой кампус, у нас огромная территория, то есть если попасть туда, это будут просто газоны и факультеты и газоны. И огромное количество студентов, порядка 150 тысяч сейчас обучается вот в университете. Спасибо. Это интересно, потому что есть сейчас часть иммигрантов, да, это молодые ребята и девчата, но в основном, конечно, ребята, которые едут и пытаются легализоваться через учебу, поступать. Вот имейте в виду, что можно попробовать в Кордобу вполне, там классная тусовка, там дешевле, там классный климат. Вот. Но, я так понимаю, учеба вся также на испанском, нужно учить испанский. Да. Есть школы для иностранных, определенные профессии имеют такую возможность, но их надо подбирать, их надо искать. Хорошо, спасибо. Сейчас несколько очень волнующих всех вопросов иммигрантов, которые едут на другой конец земли, про скорпионов. Есть ли у вас там скорпионы? Есть скорпионы, есть два вида скорпионов, одни черные, другие такие желто-коричневые. И вот которые желто-коричневые, они опасные. Но я честно могу сказать, вот я живу здесь 7 лет, я не понимаю тему про скорпионов. То есть я не понимаю, кто ее раздул. Я не понимаю, почему. Потому что кроме скорпионов тут столько живности, которая может реально доставать после России. Например, муравьи мелкие пищевые, тараканы какие-то, которые могут там, я не знаю, приползать откуда. Я имею в виду большие кукарачес, вот эти вот, которые вечером могут бегать в любом городе, я не знаю, от канализационного люка к как бы помойке. То есть не знаю, почему скорпионы, понять не могу. Самой интересно, но в принципе, если следить за своим домом, если вовремя проводить дезинфекцию, если вы живете в частном доме и у вас есть трава, можно один раз в год заказывать дезинфекцию, которая убивает вообще все. Никто. То есть по желанию. Но проблема, на мой взгляд, она сильно раздута. Здесь тоже в Буэнос-Айресе каждый месяц, даже в высоких жилых домах, ходит дезинспектор, как его правильно, дезинсектор, человек, который обрабатывает квартиры под твой запрос, это как бы входит в то, что ты оплачиваешь экспенсу, так скажем. Иногда можно за денежку пригласить себе этого человека. Если частный дом, то, конечно, сложнее с этим, от соседей каких-нибудь нечистоплотных могут прибегать тараканы, но это, собственно, везде так. Вот.
Ну, видимо, есть люди, которые реально у них фобия скорпионов, и они выбирают страну, в которой нет скорпионов, либо фобия пауков, которые не могут поехать в Австралию и так далее. Но я должна была раскрыть этот вопрос, потому что это реально самый популярный вопрос про скорпионов. Да. Что еще интересно? Я заметила, что ты, когда произносишь местное название, ты немножко иначе говоришь, чем Портеньо, да? Портеньос. Другой акцент. Расскажи, как говорят жители Кордобы, и как они себя называют, кстати. Кордобесес. Да. Я их называю по-русски кордобесы, потому что кордобесес. Здесь действительно совершенно другой акцент. Здесь есть местные диалекты. И Кордобу, вот именно акцент из Кордобы, знает более-менее практически весь испаноязычный мир, потому что он очень сильно отличается. Например, Портеньо говорит «пошо». В Кордобе говорят «пожо». Портеньо «жо». В Кордобе «жо». И, в принципе, сам стиль говорить, манера общаться, говорят про кордобесов, что они поют. То есть они достаточно сильно растягивают слова, какие-то фразы, и получается, что вся их речь, она вот имеет какой-то оттенок музыки, вот чего-то такого более гармоничного, с одной стороны. А с другой стороны, в Кордобе из-за влияния итальянских иммигрантов в свое время, потому что их очень-очень много, присутствует достаточное количество слов из итальянского языка, и местные, конечно, их знают, есть слова, которые не переводятся ни одним гуглом, их не перевести, их достаточно много, которые используют в этой жизни. То есть это нужно спросить, простите, ¿qué significa esto? ¿Me puedes explicar, por favor? То есть только так, и потом их выучивать. Здесь, да, здесь, получается, вся Латинская Америка от страны к стране меняются названия некоторых слов, а здесь даже и внутри Аргентины очень много акцентов. Кто не знает, Портеньо, да, это жители именно столицы, у них свой акцент, считается как бы риопласенский, да, ряд, может быть, я ошибаюсь, как правильно произносится, но, в общем, жителей прибрежных к реке зон, в Кордобе другой, в Мендосе могут говорить по-другому, в Барелоче говорят, наверное, как в Портеньо, примерно одинаково. Вот. Так что имейте в виду. А в принципе, кордобесес, они какие люди? Чем они отличаются от жителей столицы? На мой взгляд, они более такие теплые, более вежливые, более открытые, потому что столица, она и есть столица, там другой ритм жизни все немножко побыстрее. А здесь со мной много раз происходили такие случаи, когда мы только переехали, вот мы там познакомились с кем-то, и этот человек через неделю зовет тебя там на день рождения своего сына или на Рождество, потому что, ну, ты же бедная, ты же никого не знаешь здесь, тебе же неуютно, давай мы о тебе позаботимся. То есть это абсолютно нормальная практика. Они стараются помогать по мере своих возможностей и достаточно часто выручают. То есть плюс ко всему в Кордобе за счет того, что людей не так много, не такое количество населения, как в Буэнос-Айресе, очень легко находить общих знакомых. Очень. У меня, например, есть подруга, с которой мы дружим последние лет, наверное, 5, и на днях мне газеты «Лавос Интерьор», и выяснилось, что эта девушка, которая брала у меня интервью, это лучшая подруга моей подруги. Ну да, небольшой город, да, все друг друга знают, надо иметь в виду, это точно. Здесь в русскоязычной диаспоре тоже все друг друга знают уже. Вот. Ну окей, спасибо за пояснение. А есть ли такое, что кордобесес не любит портеньос, как, например, росаринос не любят портеньос? Да. Есть? Это да. Кордоба самая строптивая, самая упрямая, самая традиционная до мозга костей провинция Аргентины. То есть вот здесь вот все, как они привыкли, и ничего нового, и все беды от портеньос, безусловно. Потому что они там в своем Буэнос-Айресе, а мы их субсидиями оплачиваем. Кормим, понятно все. Ну ладно, будем иметь в виду этот нюанс. В общем, собственно, все повторяется из страны в страну.
Есть жители столицы, а есть провинция, да, со своими приколами. Окей. Ну, еще очень важный вопрос, это про безопасность. Я когда путешествовала по Аргентине, я заметила, что, конечно, в Буэнос-Айресе и провинции Буэнос-Айрес очень много решеток на окнах. Здесь на домах, на частных, такие на заборах делают как стекла набивают и делают такую защиту, чтобы через забор не могли люди перелезть, чтобы, ну, порезались, да, так делают, защищают свои дома. Здесь много мелких воришек, как в любой столице, да, но чем дальше отъезжаешь от Буэнос-Айреса, тем все спокойнее, есть где не закрывают дома, есть где нет заборов. Вот как в Кордобе, плюс-минус, опасно или безопасно? На самом деле примерно то же самое, Юль, что ты сказала. То есть есть центр города, где может произойти все, что угодно, а может не произойти ничего. То есть это вот, на мой взгляд, равносильно, когда ты выходишь из подъезда, на голову падает кирпич. Может быть, никогда не упадет, а может быть, так случится. То есть это рулет. Но, тем не менее, в принципе, здесь особо ничего не происходит. У нас нет такого, чтобы пришли какие-то протесты, побили витрины. Или что какие-то люди, и не знаю, и ограбили целый, вот, я не знаю, всю улицу вынесли. Такого не бывает. Единственное, что есть, это нужно ходить аккуратно, смотреть, где ты ходишь, потому что так называемые моточоррос, которые присутствуют и в Буэнос-Айресе, они здесь есть и у нас. Но они прекрасно знают, где надо грабить и когда надо грабить. То есть у них есть свой график, это их работа, скажем так, и они этим пользуются. Если поехать дальше, вот не в центре, если поехать по районам, есть районы, где никогда ничего не происходит. То есть это абсолютно обычные вот спальные районы, которые русские не выбирают никогда. Я не знаю, почему, я жила несколько раз в таких, и там просто тишина. То есть тишина и спокойствие. Есть закрытые поселки с большими улицами, так называемые Баррио Серрадо, и там абсолютно ничего не происходит. Но при этом проблема в том, что в Аргентине ты никогда не можешь быть уверен в чем-то на 100%. То есть она может 10-20 ничего не происходит, потом кому-то залезут в дом, например, условно. На мой взгляд, то же самое, что и в России. И оно не сильно отличается. Просто иностранцев видят, местные видят иностранцев и понимают, что, наверное, там есть что ограбить. Поэтому старайтесь подражать. Мгм. Вот это, Чтобы вас, да, не понимать, что вы иностранцы. Самое частое воровство, как я заметила, происходит с людьми, которые приехали в первый день. да. То есть они прилетели рано утром, либо поздно вечером, и до заселения в отель где-нибудь расслабились в Старбаксе или в Макдональдсе, и все, привет. Минус твой рюкзак со всеми документами, с ноутбуками, минус твой телефон, который ты там невнимательно оставил. Вот самое частое воровство. Таких людей сразу видно, они с чемоданами, они с рюкзаками, и таких они высматривают. Когда ты становишься уже просто местным жителем, конечно, могут мотоциклисты напасть, там еще что-то такое, но в целом это сразу как бы совсем другая ситуация. Видно сразу приезжих, и неважно, ты иммигрант или турист, ты отличаешься, видно тебя. Будь аккуратнее, как ни крути. Я себя чувствую здесь безопасно, но я всегда готова попрощаться со своим телефоном, вот, как бы, потому что такое есть. Что еще интересного, я бы хотела спросить про Кордобу. Сейчас, кстати, я включу комментарии, чтобы могли добавлять вопросы. Про скорпионов мы ответили. Да. Пока что, вот я включила комментарий. Привет всем, кто к нам присоединялся. Немножко будет тебя закрыто, но как бы слышно будет. Поэтому я хочу спросить про кухню Кордобы, что ты можешь порекомендовать, и, может быть, что мы можем в Буэнос-Айресе попробовать такого, что именно особенное с вашей кухни. Кухня Кордобы немножко отличается от буэнос-айресовской. На мой взгляд, вот я сейчас скажу взгляд иммигрантов в данном случае, она менее разнообразна, более проста. То есть, почему? Потому что здесь раньше жили коренные племена, комичингонес, и вот конкистадоры, они смешались с ними, и вот получился вот такой микс. То есть, в основном здесь это самый мясной регион страны. Мясо во главе угла всегда. Асада – это святая неприкасаемая вещь. Что можно попробовать чисто кордобесского, буэнос-айресского? Чисто кордобесский – это чорипан. Это под в котором есть такая сарделька, чорисо, и она идет с различными начинками. То есть
Их продают здесь часто с улицы, где они кладут, например, помидор, листик салата, предлагают какую-то капусту в винном уксусе, огурчики. То есть можно все это положить разное, можно не класть ничего, в зависимости от того, как вам нравится. Это. Есть странные места в Кордобе, например, где, это же далеко в провинции, где едят все, что бегает и прыгает. Ну, наверное, кроме крыс, может быть. Да, вот, например, есть котов едят. Есть деревни, где едят котов. Но это прям вот совсем маленькие. И, то есть там люди, как люди, они простые, они особо не думают. Есть живность, ну и есть живность. Я ее там выращиваю, как кролика, я могу ее съесть. Вот. И, в принципе, сама кухня проще. Я могу сейчас перечислить основной рацион, который едят здесь. Это будет пицца, паста, чорипан, соррентинос, асада, empanadas, локро. Это суп, который едят на 25 мая. Я думаю, у вас то же самое. Да. Кто доживет до 25 мая, увидит суп локро. Да, скоро, подождите. Вот. И паста. И, наверное, вот так вот все. Салат. То есть гамбургер. И примерно, вот примерно они вокруг этого крутятся. Это основные блюда. Короче, хлеб. Очень много хлеба едят. Очень. То есть завтракают хлебом, обедают с хлебом, и на ужин еще можно чего-нибудь, какие-нибудь криошитос, как их называют местные, вот эти кубики слоеного теста, различные тоже можно захватить. Очень много пьют маты. Обязательно пекут какие-то сладости к мате, называют их будин. То есть это похоже на кекс. Или бискотчелло, просто бисквитное. Бисквитное тесто, безо всего, просто сладкое. Его пекут, и вот с матой очень любят в каком-нибудь парке засесть с друзьями и поделиться. Ну да, маты, конечно, это популярная культура. Кстати, в воскресенье будет мастер-класс, как петь маты у нас здесь. Я провожу со своими друзьями-аргентинцами в парке. Ссылочка, как записаться, есть у меня в highlights, так что присоединяйтесь. Ну что, у нас есть еще один вопросик, сейчас мы на него ответим и будем уже подводить итоги и прощаться. Мне кажется, мы достаточно много рассказали про Кордобу. Здесь писали в комментариях про язык. Как учили язык, сколько времени это заняло, какие рекомендации можно дать тем, кто учит испанский, кто приехал или планирует сюда иммиграцию? Я учила язык сама. Мы, так как приехали, помогать было некому, и нам нужно было как можно быстрее войти в местное сообщество, я завела нескольких русскоговорящих подруг, с которыми мы приехали примерно в один и тот же год. Мы растили вместе детей для того, чтобы дети разговаривали по-русски. Мы решили, что это очень важно, чтобы дети также слышали от другого человека русскую речь. Все остальное время я проводила с аргентинцами, с Google Translate, я запоминала слова, и я учила, и большинство моего языка было выучено на слух. Уже в дальнейшем я начала писать. Вот как-то так. В среднем у меня ушло где-то года 3. Но если вы сядете и будете конкретно каждый день учить испанский, он к вам придет быстрее. У меня не было тогда времени его учить, поэтому вот влетало, и вот что оставалось, то было со мной и копилось эти все несколько лет. Да, я заметила реально по статистике тех, кто живет и сильно не делает упор, там, учить каждый день язык, то вот примерно 3 года, да, нужно для того, чтобы заговорить, ну, вот так вот, напитавшись языком. У детей гораздо быстрее, то есть дети где-то за 3 месяца в школе, да, регулярно, если они ходят, они за 3 месяца примерно впитывают, и на 4-й, в абсолютном большинстве, начинают уже что-то разговаривать на испанском языке. Взрослые, конечно, подольше, но тут уже все относительно ваших способностей изучать к языкам, да. Но можно быстрее, да, согласна, можно быстрее, но вот у меня, наверное, за счет пандемии, там тоже детей и так далее, получилось, что, наверное, на 4-й, даже на 5-й год я начала уже разговаривать нормально. Но, тем не менее, так как у меня в окружении нету, то есть я не замужем за аргентинцем, да, например, у меня есть только несколько друзей. Да, поэтому это процесс медленнее, и я, например, не знаю столько сленга аргентинского, как знаю девочки, которые живут в аргентинских семьях. У них, конечно, гораздо быстрее идет процесс. Вот. В общем, ребят, ищите друзей аргентинцев, и параллельно с тем, что вы где-то учите на курсах, там, приложениях, неважно, круто практиковаться со своими друзьями, там, пусть они будут коллеги, либо там какие-то
в кружках по интересам с аргентинцами. Вот. Юля, спасибо большое за эфир. Если что-то есть еще добавить про Кордобу, про Аргентину, welcome, расскажи, и будем У меня прощаться. есть несколько вещей, которые я хотела бы добавить. Я не знаю, насколько в Буэнос-Айресе пьют ферне. Это Кордоба, это ферне. Это алкогольный напиток 40 градусов, который мне напоминает чем алкогольный Байкал. Да. И все абсолютно, ни одна вечеринка, ни один поход куда-то не обойдется без ферне. И в Кордобе очень много юмористов. И вообще это регион, который очень хорошо дружит с юмором. Шуточки, прибауточки – это норма и стиль жизни. Причем настолько, что некоторые слова, которые раньше, например, 10, 15, 20 лет назад считались mal palabras, то есть плохие слова, которые нельзя говорить, сейчас говорят. Например, у нас есть свое словечко, чисто кордобесское, кулиадо, да простят меня, вы не слышали, но это аналог, как бы вариация слова болюдо. То есть они приходят и говорят, че, кулиадо, como estás? Вот это вот форма, как они говорят. И это никто не обижается на это, и это нормально. То есть это неформальная обстановка. Конечно, формально в каких-то встречах так нельзя говорить, но тем не менее. И Кордоба известна своими квартетами музыкальными. То есть, да, это определенный стиль, когда собираются четверо и играют определенную музыку. Например, для того, чтобы вы поняли, что такое квартет, на весь мир известен такой музыкант. Его зовут Ла Мона. Это такой дедушка, который успешно гастролировал по Латинской Америке, по Штатам. Вот можно послушать и понять, вот он из Кордобы, из очень бедного района, с Вижьи, и, в общем, он тот, у которого все получилось замечательно. И хочется добавить еще про туризм. В принципе, весь туризм Кордобы. На сам город можно потратить 2-3, 4 дня. Все остальное находится в провинции. Трекинг, горы, вот эти сьеррас, которые, они же холмы. Я просто никак не определюсь, все-таки они больше горы или холмы. Водопады, реки, вот этот вот кварцевый песок, который светится на солнце. Все это надо выезжать. То есть от города где-то 50, 50, 200 километров. Озера, есть соленые, есть пресные. И этого всего в избытке, и, в принципе, кордобесы очень любят, когда они, вот, например, в пятницу или в субботу собираются и выезжают из города. Это, в принципе, занимает, если нет большого трафика, и знать, когда ехать, где-то полчаса, минут 40, и ты можешь оказаться у реки, если ты знаешь, куда ехать. То есть это вот то, что все очень любят. И также распространен стиль, это поехать куда-то ближе к лесу, снять домик, который называется кабанья, с бассейном, с осада, с друзьями, и вот находиться в таком полуовощном режиме отпуска и на машине выезжать, периодически смотреть разные достопримечательности, которые находятся рядом. В Буэнос-Айресе этого нет. Да, да, далековато до природы. Да. Спасибо большое за такое короткое, но очень емкое погружение в жизнь Кордобы. Очень много я узнала, да, хоть я что-то уже слышала про Кордобу, у меня там в гайде есть кусочек про Кордобу, девочка писала, я его, конечно же, изучала, но ты очень много интересных нюансов рассказала, очень спасибо тебе большое за этот эфир. Хочу сказать, что вы, ребята, обращались к Юле по вопросам устройства, так скажем, да, адаптации в Кордобе, она всем, чем сможет, поможет вам. У тебя вроде есть телеграм-канал тоже на эту тему, да, повесь ссылочку в сторис, чтобы ребята могли подписаться. Вот. Спасибо всем, кто был на этом эфире. Я сейчас его сохраню, можно будет его посмотреть в записи, и ты тоже можешь его себе там репостнуть. Спасибо. Вот. Было очень интересно и познавательно действительно сравнить вот как взгляд двух иммигрантов, которые относительно давно живут здесь и уже посмотрели, что такое Аргентина, и вот какое наше видение для новеньких со стороны. Да, но я поняла, что достаточно одинаковые у нас взгляды с тобой, достаточно похожая история, вот, и было приятно познакомиться, надеюсь, что живьем увидимся где-нибудь на территории Аргентины. Например. Да, да, возможно. Я все хочу приехать к вам, у вас недалеко, там есть ретритный центр, где випассана проходит, может быть, я когда-нибудь туда доберусь. Вот, если тебе, ну, у меня есть подруга, которая русская, и она организовывает йоги и ретрит. Ну, прикольно, Да. свяжемся. Класс.
Все, ладненько, всем пока. Сейчас буду сохранять эфир. Минут через 15 он появится в записи. Всем пока. Да? Buen fin de. Igualmente. Мгм.